Ураган Ли – это мощный ураган Кабо-Верде, активный в настоящее время в Атлантическом океане. Он является 13-м названным штормом, 4-м ураганом и 3-м крупным ураганом сезона ураганов в Атлантике 2023 года. Ли образовался из тропической волны недалеко от Кабо-Верде и быстро усилился. 7 сентября он стал ураганом 5-й категории. В настоящее время он находится к северо-востоку от Северных подветренных островов и имеет ураган 2-й категории. Скорость ветра при 5-й категории достигает скорости ветра не менее 137 узлов или 158 миль в час. Поскольку ураган Ли продолжает усиливаться, круизные компании вынуждены корректировать свои планы. В некоторых случаях они уже изменили целые маршруты. Disney Cruise Line была первой круизной компанией, которая внесла изменения в один из своих рейсов. Она разместила изображение измененного маршрута на своей странице 6 сентября 2023 года. Вместо того, чтобы отправиться в 8-дневный круиз на Бермудские острова из порта Канаверал, Disney Fantasy отправится в западную часть Карибского бассейна. По состоянию на 9 часов вечера 8 сентября ураган Ли находился в пределах в 310 милях к северо-востоку от Северных подветренных островов. Максимальная устойчивая скорость ветра составляла 185 км в час, с порывами до 220 км в час. Прогнозировалось, что шторм пройдет далеко к северу от северо-восточной части Карибского бассейна, что принесет большое облегчение людям от британских Виргинских островов до Пуэрто-Рико, которые все еще восстанавливаются после ураганов Ирма и Мария, обрушившихся в сентябре 2017 года. Тропических штормов не ожидалось ни на одном Карибском острове, но в Пуэрто-Рико и близлежащих территориях прогнозировались волны высотой до 5 метров. Власти предупредили людей держаться подальше от воды. В NHC заявили, что уровень моря вблизи центра урагана, как ожидается, достигнет пика в 45 футов высоты. Последствия урагана за его пределами до сих пор не ясны. Ураган Ли может оказать влияние на восточном побережье США, в Атлантической Канаде или на Бермудских островах в конце следующей недели. Ожидается, что на следующей неделе Ли будет оставаться мощным ураганом, а к среде прогнозируется, что он повернет на север. Однако дальнейший его путь остается неясным. Компания Royal Caribbean опубликовала изменения на своей странице в Facebook рано утром 8 сентября, что для лайнера Wonder of the Seas был изменен маршрут. Из-за шторма ему пришлось пропустить визит в Гондурас и провести день в море. Лайнеру также пришлось на день отложить визит на Козумель. Прежде чем внести изменения, гости на борту круиза получили электронное письмо от помощника вице-президента по обслуживанию гостей Royal Caribbean, в котором говорилось: «Вместе с нашим главным метеорологом и морскими экспертами мы внимательно следим за развитием урагана Ли и любыми потенциальными последствиями для наших маршрутов. Пребывание на борту корабля – одно из самых безопасных мест, потому что мы быстрее и можем уйти от любой ненастной погоды. Ваша безопасность и благополучие всегда являются нашим высшим приоритетом». Также было пересмотрено плавание лайнера Harmony of the Seas по Восточному Карибскому морю 9 сентября. Теперь он отправится в западную часть Карибского бассейна.